Что если я скажу вам, что комбайн способен убирать урожай ночью без единого человека за рулем, ориентируясь точнее любого опытного механизатора, с погрешностью в 2 сантиметра? Сегодня роботизированные тракторы обрабатывают поля площадью в тысячи гектаров. Дроны-опрыскиватели за 1 час покрывают территорию, на которую раньше уходила неделя ручного труда, а сенсоры в почве передают данные об урожайности быстрее, чем агроном успевает открыть блокнот. Большинство людей до сих пор представляют сельское хозяйство как тяжелый ручной труд под палящим солнцем, но реальность уже совершенно другая. Вот 300 машин, которые доказывают это прямо сейчас. Начнем с машины, которая буквально переписала правила обработки почвы. Трактор серии Autonomy от компании John Deere весит 12 тонн, оснащен 6 парами стереокамер и работает полностью без оператора. Фермер в штате Айова запускает его через приложение на телефоне в 3 часа ночи и ложится спать. К рассвету поле вспахано. Система искусственного интеллекта делает 250 тысяч вычислений в секунду, чтобы объехать камень или остановиться перед внезапно выбежавшим на поле оленем. Но автономные тракторы это только начало. В Нидерландах компания Fendt представила машину с гибридным двигателем, которая сама регулирует глубину вспашки в зависимости от плотности почвы. Датчики давления считывают сопротивление грунта каждые 10 сантиметров и мгновенно корректируют угол плуга. Результат — экономия топлива на 23% по сравнению с ручным управлением. Следующий уровень — посевные комплексы. Немецкий агрегат Horsch Avantes сеет зерно на скорости 12 км в час, контролируя глубину заделки каждого семени с точностью до 3 мм. На борту установлен компьютер, который связывает данные о составе почвы с картой поля и в реальном времени меняет норму высева. Там, где грунт богаче, семян кладется меньше, там, где беднее, больше. За один проход машина засевает 12 рядов одновременно. Японская компания Yamar пошла еще дальше и создала рисовую сеялку, которая работает на рисовых чеках, затопленных полях, где обычная техника просто тонет. Машина передвигается на поплавковых гусеницах, высаживает рассаду со скоростью 350 растений в минуту и одновременно вносит удобрения точечно под каждый куст. Один агрегат заменяет труд 40 ручных работников за рабочий день. Теперь о машинах, которые убирают урожай. Комбайн класс Lexion 900 — это передвижной завод длиной 12 метров и массой 16 тонн. Его молотильный барабан обрабатывает 90 тонн зерна в час. Внутри установлена система автоматической настройки. Сенсоры определяют влажность зерна и твердость соломы каждые 2 секунды и корректируют скорость барабана без участия оператора. Потери зерна при этом составляют менее 1%, показатель, который еще 10 лет назад считался недостижимым. Американская компания Case IH выпустила комбайн с системой навигации, которая прокладывает маршрут по полю так, чтобы машина никогда не проезжала дважды по одному метру. Это сокращает уплотнение почвы на 38%. Да, серьезная проблема, которую аграрии решали десятилетия. Бортовой компьютер одновременно строит карту урожайности. По окончании уборки фермер получает точную картину того, какой участок поля дал максимальный результат и почему. Отдельная история свекло и картофелеуборочные комбайны. Немецкий РБ выкапывает картофель со скоростью 7 гектаров в день. При этом система оптических датчиков отличает клубни от камней и комьев земли прямо на транспортерной ленте. Камни отбрасываются специальными пальцами-сепараторами. Картофель идет в бункер без повреждений. Процент механических травм клубней снизился с 8 до менее 1% по сравнению с машинами предыдущего поколения. В Испании на плантациях оливок работают машины-стряхиватели с захватом вибратора. Агрегат обхватывает ствол дерева, создает вибрацию с частотой 25 Гц и за 8 секунд стряхивает до 95% плодов. Под деревом уже расстелен зонтичный уловитель диаметром 8 метров. Одна машина обрабатывает 120 деревьев в час. Бригада из 20 человек с традиционными граблями за то же время успевает обработать от силы 15. Но самое неожиданное — это не размер и не мощность современных агромашин. Самое неожиданное — их миниатюрные версии, которые делают то, с чем гиганты справиться не могут. Робот Harvest Crow весит всего 22 килограмма и собирает клубнику. Его рука с вакуумным захватом определяет степень зрелости ягоды по цвету за 0,1 секунды, быстрее, чем человеческий глаз успевает сфокусироваться. Недозрелую ягоду машина пропускает, перезрелую откладывает отдельно, товарную кладет в лоток с усилием ровно в 120 граммов. Достаточно, чтобы не помять. За 1 час робот собирает столько же, сколько опытный сборщик за 8 часов работы. В Калифорнии на полях салата работает машина Lettuce Bot. Она движется вдоль рядов со скоростью пешехода и прореживает всходы точечными уколами азота. Там, где
ростков слишком много, машина уничтожает лишние микродозы жидкого удобрения прямо в стебель. Это заменяет труд 120 ручных прорежевателей и при этом повышает итоговый урожай на 31%. Потому что каждое оставшееся растение получает ровно столько пространства, сколько ему нужно. Томатный комбайн Lion Tomato Harvester за один проход по полю собирает урожай с полосы шириной 2 метра, одновременно отделяя томаты от ботвы, сортируя плоды по размеру и отбраковывая треснутые через систему машинного зрения. Производительность 40 тонн томатов за рабочий день. Для сравнения, бригада из 50 человек за тот же день собирает не более 8 тонн. Томатная индустрия Калифорнии перешла на такие машины еще в 90-х, и сегодня 97% промышленных томатов в штате убираются механически. Для уборки гороха существует специализированный комбайн Flexible Harvester, который работает только ночью. Причина простая. В ночные часы стебли гороха более влажные и упругие, меньше ломаются при обмолоте. Машина оснащена мощными фарами и тепловизором для навигации в темноте. Один агрегат за ночь убирает 80 гектаров. Площадь 112 футбольных полей. Отдельного внимания заслуживают машины для уборки кукурузы. Восьмирядный кукурузный жатвенный агрегат Case IH срезает и обмолачивает початки со скоростью движения 15 км в час. Одновременно с уборкой измельчитель перерабатывает стебли в мульчу прямо на поле. Никаких остатков, никакого сжигания. Органика сразу возвращается в почву. За 8 часов машина убирает 200 гектаров кукурузы. В виноградарстве механизация долго казалась невозможной. Виноградная лоза слишком деликатна. Но французская машина Buye Vendémiatrice опровергла этот миф. Ее резиновые бичи ударяют по лозе с частотой 400 раз в минуту, стряхивая ягоды в приемный бункер без повреждения кустов. Машина работает на склонах с уклоном до 30 градусов и убирает виноград со скоростью 2 гектара в час. Качество ягоды при этом сопоставимо с ручной уборкой. Процент раздавленных плодов не превышает 3%. Зерновые культуры убираются с такой скоростью, что зерносушильные комплексы едва успевают принимать поток. Именно поэтому современные комбайны оснащены системами прямой выгрузки в движении. Бункер-перегрузчик Horsch Jumbo принимает зерно от работающего комбайна без остановки обоих агрегатов. Комбайн не тормозит ни на секунду, перегрузчик движется рядом, синхронизируя скорость с точностью до 10 см. Потеря времени на выгрузку сокращается на 80%. Рапсовые жатки решили проблему, которая годами мучила аграриев – осыпание семян при уборке. Стручки рапса лопаются от малейшего прикосновения, и до появления специализированных машин потери доходили до 20% урожая. Современная жатка Kleine Raps Profi оснащена гибкими пальцами-улавливателями, которые подхватывают стручок еще до срезания стебля. Потери семян снизились до 1,5%. Для фермера с 1000 гектаров рапса это разница в десятки тысяч долларов за сезон. Машины научились убирать урожай быстрее, точнее и бережнее, чем любая бригада людей. Но следующий вопрос: как они узнают, где именно и когда именно это делать? Робот Laser Weed Killer от швейцарской компании Carbon Robotics уничтожает сорняки лазерным лучом мощностью 100 Вт. Машина движется по полю со скоростью 5 км в час. Камеры делают снимки почвы каждые 20 миллисекунд. Искусственный интеллект за это время распознает сорняк, вычисляет его центр роста и направляет луч точно в точку роста, туда, где находится меристема растения. Выжженная меристема означает гибель сорняка без какого-либо гербицида. За 1 час машина уничтожает 100 тысяч сорняков. Американский робот C&H компании Blue River Technology работает иначе. Он использует микродозы гербицида, но с хирургической точностью. Система машинного зрения распознает каждое растение на поле и решает за 1 миллисекунду, это культурное растение или сорняк. На сорняк направляется струя гербицида объемом 0,1 мл. Ровно столько, чтобы убить конкретное растение. Расход химикатов сокращается на 90% по сравнению со сплошным опрыскиванием. Компанию в 2017-м купила корпорация John Deere за $310 миллионов. Французский робот Oz весит всего 700 граммов и передвигается между рядами культур на колесах диаметром 10 сантиметров. Его задача – механическое рыхление почвы между растениями на глубину 3 сантиметров, что уничтожает проростки сорняков в самом начале их развития. На одном заряде аккумулятора Oz работает 8 часов и обрабатывает полгектара. Фермер запускает флотилию из 10 таких роботов одновременно. Они работают в координации, не мешая друг другу, покрывая 5 гектаров за ночь. Датская компания IIOP создала робота Tom, который специализируется исключительно на свекольных полях. Свекла особенно уязвима к сорнякам в первые 3 недели после всходов. Именно в этот период конкуренция за питательные вещества наиболее критична. Том движется по рядам. Его камеры различают свекольный росток от сорняка даже на стадии семидольных листьев, когда оба растения выглядят почти одинаково для человеческого глаза. Точность распознавания составляет 98%.
ошибочно уничтоженных культурных растений менее 2 на 1000, но механические и лазерные методы работают только там, где сорняки уже взошли. Для профилактики существуют паровые машины, агрегаты, которые обрабатывают почву перегретым паром температурой 130 градусов на глубину 5 сантиметров. Семена сорняков в этом слое погибают полностью. Норвежская машина VaporJet обрабатывает полосу шириной 3 метра со скоростью 2 км в час. Эффект сохраняется на 3-4 недели. Именно столько нужно культурным растениям, чтобы окрепнуть и самостоятельно подавить конкурента. Отдельная проблема сорняки в посевах зерновых, где ряды растений расположены слишком плотно для любого робота. Здесь на помощь приходит система точечного опрыскивания, установленная прямо на комбайновую жатву. Пока машина движется по полю, сенсоры в режиме реального времени определяют присутствие сорняков и активируют форсунки только над ними. А вы знали, что современные технологии могут убирать урожай с такой скоростью, что даже дроны завидуют? Если хотите узнать больше о лучших нейросетях для вашего бизнеса, переходите на наш сайт playprofit.com. И не забудьте зарегистрироваться по ссылке в описании, чтобы получить бонус в 500 токенов. Ведь кто откажется от бесплатных подарков? Система Trim and Time немецкой компании Lemken снижает расход гербицидов на 67% даже в условиях сплошного посева. Самый радикальный подход к борьбе с сорняками демонстрирует австралийский робот Swagbot. Он разработан для пастбищ и весит 700 килограммов. Машина автономно патрулирует угодья площадью до 1000 гектаров, обнаруживает ядовитые сорняки, в частности паттерсонову проклятую траву, которая убивает скот, и уничтожает их точечным впрыском гербицида через выдвижную иглу прямо в стебель. Расход химикатов в 100 раз меньше, чем при опрыскивании с воздуха. Swagbot работает на солнечных батареях и может патрулировать поле неделями без подзарядки от внешней сети. Война с сорняками, которую фермеры проигрывали тысячелетиями, впервые начала склоняться в пользу человека, но уже не самого человека, а машин, которые он создал. Китайский дрон-опрыскиватель G-Agras T50 несет 40 литров жидкости и обрабатывает 40 гектаров за 1 час. Для сравнения, трактор с опрыскивателем за то же время покрывает не более 10 гектаров, а ручной опрыскиватель меньше 1. Дрон летит на высоте 2 метров над посевами, его радар огибает рельеф поля в реальном времени, сохраняя постоянную высоту даже на склон. 8 форсунок создают факел распыления шириной 9 метров, капли размером 70 микрон проникают в нижний ярус листьев, туда, куда наземная техника физически не достает. В Японии дроны опрыскивают рисовые чеки с 80-х. Страна стала первой в мире, где беспилотная авиация официально вошла в сельскохозяйственный оборот. Сегодня японский дрон Yamaha Rimax, беспилотный вертолет с бензиновым двигателем, обрабатывает рисовые поля на склонах гор, куда не проедет никакая наземная машина. Его грузоподъемность 16 литров, продолжительность полета без дозаправки 1 час. Флот из 3 таких машин заменяет 20 ручных опрыскивателей. Израильская компания Aerobotics разработала дрон для опрыскивания садов. Проблема садовых культур в том, что химикат нужно нанести не только сверху, но и внутрь кроны, на нижней поверхности листьев, где живут вредители. Дрон Aerobotics летит вдоль ряда деревьев на уровне кроны и направляет струю воздуха с химикатом горизонтально внутрь дерева. Покрытие нижних поверхностей листьев достигает 87%, это результат, который невозможно получить при опрыскивании сверху. Американская компания Precision Hawk использует дроны не для опрыскивания, а для картографирования. Беспилотник с мультиспектральной камерой облетает поле на высоте 120 метров и снимает его в 8 диапазонах спектра, включая инфракрасный. По снимкам программа определяет стресс растений за 10-14 дней до появления видимых симптомов болезни. Фермер получает карту поля с точным указанием проблемных зон и обрабатывает только их, а не все поле целиком. Дроны научились не только летать, но и сеять. Китайская компания G совместно с аграрными предприятиями провинции Хунань испытала систему посева риса с воздуха. Дрон несет контейнер с предварительно пророщенными семенами и рассыпает их над затопленным чеком с точностью позиционирования 20 сантиметров. За 1 час засевается 10 гектаров. Традиционная ручная высадка рассады на той же площади занимает 3 дня при бригаде из 20 человек. Австралийская компания Swarm Farm Robotics пошла другим путем и создала рой из 100 маленьких дронов весом по 300 граммов каждый. Они работают одновременно над одним полем, каждый отвечает за свой участок площадью 200 квадратных метров. Рой покрывает 20 гектаров за 40 минут. Если один дрон выходит из строя, остальные автоматически перераспределяют его участок между собой. Система не имеет центрального управляющего компьютера. Каждый дрон принимает решение самостоятельно, координируясь с соседями по радиосигналу. Немецкая компания Agrodrone создала беспилотник специально для внесения биологических средств защиты, живых трихограмм, паразитических насекомых, которые уничтожают яйца кукурузного мотылька. Дрон несет капсулы с насекомыми и сбрасывает их над полем с расчетной плотностью 50 тысяч особей на гектар. Точность распределения капсул плюс-минус 3 метра. Раньше эту работу делали вручную, и один человек за день мог обработать не более 2 гектаров. Дрон обрабатывает 100 гектаров за 2 часа. Корейская компания Parrot Agriculture
разработала дрон, который определяет точный момент уборки урожая. Машина ежедневно облетает виноградник и снимает каждую гроздь в ультрафиолетовом диапазоне. По степени флуоресценции кожицы ягод программа вычисляет содержание сахара с точностью плюс-минус 0,3%. Когда сахаристость достигает целевого значения, система автоматически отправляет уведомление виноделу. Ни один агроном не способен проверить вручную тысячи гроздей ежедневно. Дрон делает это каждое утро на рассвете. Небо над полями перестало быть просто небом. Оно стало рабочим пространством, где машины делают то, что раньше требовало сотен человеческих рук. Система точного земледелия Trimble устанавливается на любой трактор и превращает его в навигационный комплекс с точностью позиционирования 2 см. Это достигается не через обычный спутниковый сигнал, а через наземные базовые станции, которые корректируют координаты в реальном времени. Трактор движется по полю с перекрытием рядов ровно в 0,5 см, не больше и не меньше. Перекрытие в 5 см вместо стандартных 30 см экономит на поле площадью 1000 гектаров топлива стоимостью $20 000 за сезон и столько же на семенах и удобрениях. Немецкая система AGCO Fendt анализирует почву прямо во время движения трактора. Сенсор, установленный перед плугом, измеряет электропроводность грунта каждые 2 метра. Этот показатель напрямую связан с содержанием глины, влаги и органики. Данные поступают в бортовой компьютер, который мгновенно корректирует дозу удобрений через разбрат. На богатых участках норма снижается, на бедных увеличивается. За один проход машина создает карту почвы и одновременно вносит удобрения точно по этой карте. Американская компания Precision Planting выпустила систему контроля посева, которая отслеживает каждое семя индивидуально. Датчики на каждой сеялочной секции фиксируют момент падения семени в борозду с точностью 0,01 секунды. Если интервал между семенами отклоняется от заданного более чем на 2 см, система немедленно сигнализирует оператору и автоматически корректирует скорость подачи. Равномерность посева повышается до 98%. Против 75% при обычном посеве. Итоговая прибавка урожая составляет от 8 до 14% только за счет равномерности. Израильская компания Netafim создала систему капельного орошения с управлением от датчиков влажности почвы. Сеть из 1000 сенсоров, закопанных на глубине 30 см, передает данные о влажности каждые 15 минут. Алгоритм рассчитывает потребность каждого участка поля в воде и открывает капельницы ровно на столько времени, сколько нужно конкретному растению. Расход воды сокращается на 47% по сравнению с дождеванием. В условиях Израиля, где вода дороже топлива, это означает разницу между прибыльным и убыточным хозяйством. Датчики в почве умеют измерять не только влагу. Немецкая компания PK Sensor выпустила зонд, который одновременно определяет температуру, кислотность, содержание азота, фосфора и калия каждые 6 часов. Данные уходят в облако, где программа сравнивает их с нормами для конкретной культуры на конкретной стадии развития. Если азота недостаточно, система автоматически запускает опрыскиватель с листовой подкормкой. Фермер видит на экране телефона карту дефицитов питания по всему полю в режиме реального времени. Точное внесение удобрений изменило экономику крупных хозяйств кардинально. Немецкий разбрасыватель Amazonis ATS вносит минеральные удобрения с вариабельной нормой от 0 до 600 кг на гектар, меняя дозу каждые 10 метров движения. Карта внесения загружается из облака перед началом работы. Машина сама знает, где поле требует максимальной дозы, а где достаточно минимальной. Экономия удобрений в первый же сезон составляет от 15 до 25% при одновременном росте урожая. Система управления стадом Lely Vectors применяет ту же логику к животноводству. Робот-кормораздатчик движется по коровнику по магнитным меткам в полу и подвозит корм к каждой секции ровно в тот момент, когда датчики фиксируют снижение уровня корма в корму. Коровы едят свежий корм 24 часа в сутки небольшими порциями. Именно так, как требует их физиология. Надои в хозяйствах, перешедших на Lely Vectors, выросли в среднем на 11% без изменения рациона. Точность в сельском хозяйстве – это не просто технология. Это прямые деньги. Меньше семян, меньше топлива, меньше удобрений, меньше воды и больше урожая на каждом гектаре. Машины, которые считают с точностью до миллиметра, меняют саму экономику фермерства. Трактор Challenger MT900 весит 60 тонн и оснащен гусеницами шириной 90 сантиметров каждая, чтобы распределить колоссальную массу и не разрушить структуру поля. Его двигатель выдает 900 лошадиных сил, столько же, сколько 3 средних локомотива. Машина тянет 24-корпусный плуг, вспахивая полосу шириной 8 метров за один проход. За 10-часовую ночную смену без оператора агрегат обрабатывает 300 гектаров, площадь 420 футбольных полей. Ночная работа для таких машин не исключение, а норма. Крупные хозяйства Канады и Австралии программируют тракторы на работу с 10 вечера до 6 утра. В это время суток почва холоднее и плотнее, плуг режет ее чище, расход топлива ниже на 7%. Оператор находится дома, отслеживает маршрут на планшете и вмешивается только
только если машина останавливается из-за препятствий. Американский трактор John Deere 9RX работает на гусеничном ходу и развивает тяговое усилие в 140 кН. Это физическая сила, достаточная для одновременного буксирования 12 легковых автомобилей. Его система автоматического управления тягой Intelligent Power Management постоянно анализирует сопротивление почвы и регулирует обороты двигателя так, чтобы тяга оставалась максимальной при минимальном расходе топлива. На тяжелых суглинках экономия топлива по сравнению с ручным управлением достигает 18%. Немецкий трактор Fendt 900 Vario примечателен бесступенчатой трансмиссией. Оператор задает скорость движения, а машина сама выбирает оптимальные обороты двигателя для поддержания этой скорости. Диапазон скоростей от 100 метров в час до 60 км в час без единого переключения передач. При вспашке тяжелой глины трактор автоматически снижает скорость, сохраняя постоянную нагрузку на плуг. Борозда получается одинаковой глубины на всей длине поля. Белорусский трактор «Беларус» 5220. Самый мощный колесный трактор, выпускаемый в Европе. Его двигатель объемом 18 литров развивает 520 лошадиных сил. Машина оснащена системой автоматического выравнивания рамы на склонах. При работе на уклоне до 12 градусов кабина остается горизонтальной, а орудие сохраняет заданную глубину обработки. Трактор экспортируется в 47 стран и занимает значительную долю рынка сверхмощной колесной техники в Африке и Азии. Австралийская компания Swift Navigation оснастила флот из 18 тракторов единой системой управления. Один диспетчер контролирует все машины с одного экрана. Тракторы работают на полях площадью 40 тысяч гектаров в штате Западная Австралия. Это крупнейшее автономное тракторное хозяйство в мире. Машины сами планируют маршруты, чтобы не пересекаться, сами заправляются на автоматических топливных станциях и сами возвращаются в ангар по окончании смен. Отдельный класс ночных гигантов — глубокорыхлители. Немецкий агрегат Лемкин Гигант разрушает уплотненный подпоходный горизонт на глубине 60 сантиметров, туда, куда обычный плуг не достает никогда. Уплотненный слой образуется за годы прохода тяжелой техники и блокирует проникновение корней вглубь почвы. После прохода Лемкин Гигант корни пшеницы уходят на 120 сантиметров вместо стандартных 40. Растение получает доступ к влаге глубоких горизонтов и переносит засуху без потери урожая. Российское хозяйство «Агрокомплекс Юг» в Краснодарском крае использует флот из 24 автономных тракторов «Россельмаш» для круглосуточной обработки 120 тысяч гектаров пашни. В период посевной кампании каждый час простоя обходится хозяйству в десятки тысяч рублей. Погода не ждет. Ночная автономная работа позволила сократить продолжительность посевной с 28 дней до 17. Гиганты пашут ночью не потому, что так красиво выглядит на видео. Они пашут ночью, потому что земля не терпит промедления, а сезонное окно в агрономии измеряется днями. Вертикальная ферма компании Aerofarms в Нью-Джерси выращивает салат на стеллажах высотой 14 метров без единого грамма почвы. Корни растений висят в воздухе и получают питательный туман каждые несколько минут. Это называется аэропоникой. Урожайность на квадратный метр в 390 раз выше, чем на открытом поле. Расход воды на 95% меньше традиционного орошения. Ферма работает в бывшем сталелитейном цехе площадью 6000 квадратных метров и производит 900 тонн зелени в год круглосуточно, без выходных, без зависимости от погоды. Голландская компания Tomato World построила теплицу площадью 170 гектаров. Это крупнейший тепличный комплекс в мире. Внутри работают роботы-опылители. Маленькие машины на рельсах объезжают ряды томатов и вибрируют у каждого цветка с частотой, имитирующей жужжание шмеля. Это заменяет тысячи насекомых и гарантирует опыление каждого цветка независимо от времени года. Урожайность одного куста томата в этой теплице достигает 70 килограммов в год против 8 килограммов в открытом грунте. Японская компания Spray Grounds автоматизировала производство грибов полностью. Конвейер засевает субстрат спорами, укладывает блоки на стеллажи, контролирует температуру и влажность в каждой камере индивидуально, срезает созревшие грибы, роботизированные рукой, и упаковывает их без участия человека. Цикл от засева до упаковки 21 день. Завод площадью 5000 квадратных метров производит 200 тонн грибов в месяц. Один человек-оператор контролирует весь процесс с единого пульта. Система автоматического доения Лели Астронаут изменила молочное животноводство принципиально. Корова сама приходит на дойку, когда хочет. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Робот лазером находит соски, надевает доильные стаканы за 20 секунд и контролирует качество молока от каждого соска отдельно. Если молоко одного соска отличается по электропроводности, признак мастита, система автоматически направляет его в отдельный контейнер и отправляет ветеринару уведомление.
Средний удой коровы при добровольном доении вырастает на 8-12% по сравнению с принудительным двухразовым доением. Норвежская компания Scala Aquaculture применила принципы точного земледелия к рыбоводству. Подводные роботы круглосуточно патрулируют садки с лососем, измеряя концентрацию кислорода, температуру и плотность рыбы в каждом слое воды. Кормораздатчик подает корм только тогда, когда датчики фиксируют активное кормовое поведение рыбы, никакого перекорма, никаких потерь. Расход корма снизился на 22%, а скорость роста лосося увеличилась на 17% по сравнению с традиционными методами. Американский стартап Iron Ox создал полностью роботизированную теплицу, где растения перемещаются, а не люди. Каждый поддон с растениями стоит на автоматической тележке, которая возит его к станции полива, к станции подкормки, к станции анализа и, наконец, к станции уборки урожая. Растение получает именно то, что ему нужно в данный момент. Не среднее по теплице, а индивидуальную дозу. Потребление воды на 30% ниже, чем в обычной теплице, урожайность на 26% выше. Китайская провинция Хэйлунцзян использует систему управления посевами на основе спутниковых данных, охватывающую 11 миллионов гектаров пашни. Это больше площади всей Южной Кореи. Каждое поле получает индивидуальные агрономические рекомендации раз в 3 дня на основе анализа спутниковых снимков, данных метеостанций и исторических данных об урожайности. Система охватывает 800 тысяч фермерских хозяйств. За 3 года внедрения средняя урожайность сои в провинции выросла на 14%. Индия запустила программу Kisan Drone, государственную инициативу по оснащению дронами-опрыскивателями каждого района страны. К 2025 году планируется развернуть флот из 100 тысяч агродронов. Первые результаты в штате Андхра-Прадеш показали снижение расхода пестицидов на 38% и рост урожайности хлопка на 19%. В стране, где 800 миллионов человек зависят от сельского хозяйства, эти цифры означают продовольственную безопасность целого субконтинента. В августе 2022 года в американском штате Канзас фермер Брайан Скотт убрал 2000 гектаров пшеницы за 72 часа. Один человек. Флот из 6 автономных комбайнов Кейса и Edge работал непрерывно, пока Брайан спал, ел и изредка проверял экран ноутбука. Ни одна машина не остановилась без причины. Ни одно зерно не осталось на поле дольше положенного. 10 лет назад для уборки той же площади в те же сроки потребовалась бы бригада из 30 механизаторов, работающих посменно. Но это не предел скорости. Рекорд уборки зерновых был установлен в Великобритании в 2022 году. Фермерское хозяйство Clark Farms в графстве Линкольншир убрало 862 гектара ячменя за 24 часа. Работали 8 комбайнов класс Lexion 800, одновременно координируясь через единую систему управления. Каждый комбайн двигался по своему маршруту без пересечений. Бункеры разгружались в движении в зерновозы без остановки обмолот. Среднее время простоя каждой машины за сутки составило 14 минут. Скорость современных посевных комплексов не менее впечатляет. Канадский агрегат Macdon FD75 с жаткой шириной 14 метров косит и укладывает зерновые валки со скоростью 22 км в час. За один световой день в прериях Саскачевана одна машина скашивает 400 гектаров. Водитель делает разворот на краю поля каждые 7 минут. Это единственное действие, которое пока требует человек. Скорость внесения удобрений достигла показателей, которые агрономы предыдущего поколения сочли бы невозможными. Самоходный опрыскиватель Hygain Sparta движется со скоростью 35 км в час при штанге шириной 48 метров. За 1 час машина обрабатывает 160 гектаров. Система активной стабилизации штанги гасит колебания в реальном времени. Штанга остается горизонтальной с отклонением не более 5 см даже на кочках и склонах. Равномерность нанесения препарата при этой скорости сопоставима с работой на скорости вдвое меньшей. Рекордная скорость пахоты была зафиксирована на соревнованиях World Plowing Championship в Дании в 2021 году. Трактор Fendt 900 Vario с 8-корпусным оборотным плугом прошел гектар за 8 минут 40 секунд при глубине вспашки 25 сантиметров и качестве борозды, признанном судьями безупречным. Для сравнения, норматив советской эпохи для опытного тракториста на гектар пахоты составлял 45 минут. Самая быстрая операция в современном земледелии, но это не пахота и не уборка. Это опрыскивание с воздуха. Китайский дрон G-Agros T60 в конфигурации с 40-литровым баком и шириной захвата 12 метров обрабатывает 1 гектар за 108 секунд. Флот из 10 таких дронов, работающих одновременно, покрывает 1000 гектаров за 30 часов, включая время на дозаправку и дозаряд. Наземная бригада из 10 человек с ранцевыми опрыскивателями на ту же площадь потратила бы 200 рабочих дней. Скорость имеет прямое денежное измерение. В зерновых регионах России и Казахстана погодное окно для
для уборки пшеницы составляет в среднем 12-14 дней. Каждый день промедление после наступления технической спелости зерна ТЭС — это потеря 1-2% урожая от осыпания и ухудшения качества. На хозяйстве в 100 тысяч гектаров один потерянный день стоит миллионы рублей. Машины, которые работают в 3 раза быстрее техники прошлого поколения, не просто удобны, они спасают урожай. В 2023 году аргентинская компания Los Grotos Agro провела эксперимент. Засеяла и убрала 50 тысяч гектаров сои полностью без участия человека в поле. Тракторы, сеялки, опрыскиватели, комбайны и зерновозы работали в автономном режиме под наблюдением 3 операторов в диспетчерском центре. Урожайность оказалась на 9% выше средней по региону. Машины не устают, не отвлекаются и не делают ошибок от усталости. Это был первый в истории полностью роботизированный сельскохозяйственный цикл в промышленных масштабах. В начале этого видео прозвучал вопрос: действительно ли машины уже изменили сельское хозяйство, или это все еще технологии будущего? Ответ пришел сам по себе за последние 9 частей. Автономные тракторы пашут ночью без оператора. Лазерные роботы уничтожают 100 тысяч сорняков в час. Дроны засевают рисовые поля быстрее 20 ручных бригад. Комбайны убирают 800 гектаров за сутки. Это не будущее. Это то, что происходит прямо сейчас на реальных полях в реальных странах. Цифры говорят сами за себя. В 1960-м один американский фермер кормил 25 человек. Сегодня 155 человек. Это увеличение в 6 раз произошло не потому, что фермеры стали работать усерднее. Они стали работать с машинами, которые умнее, быстрее и точнее человека в полевых операциях. Мировое население к 2050 году достигнет 10 миллиардов человек. Площадь пахотных земель при этом не увеличится, ее физически негде взять. Единственный способ накормить 10 миллиардов — это производить больше с той же площади. Именно это и делают машины, описанные в этом видео. Вертикальные фермы дают урожайность в 390 раз выше открытого поля. Точное земледелие повышает урожайность на 8-14% только за счет равномерности посева. Капельное орошение с датчиками экономит 47% воды при том же урожае. Но самый важный сдвиг не в технике, а в данных. Современная агромашина, но это прежде всего компьютер на колесах или крыльях, который собирает информацию. Каждый проход трактора создает карту почвы. Каждый полет дрона создает карту состояния посева. Каждый цикл доения создает карту здоровья стада. Через 10 лет фермер будет знать о своем поле больше, чем любой агроном знал о своем за всю карьеру. Потому что данные накапливаются непрерывно и анализируются мгновенно. Германия в 2023 году зафиксировала первый случай, когда искусственный интеллект аграрной платформы Xarvio от компании BASF дал рекомендацию по защите посевов, которую агроном-эксперт с 30-летним стажем признал более точной, чем его собственная. Алгоритм проанализировал данные с 700 тысяч полей за 20 лет и распознал комбинацию погодных условий, которая с вероятностью 89% предшествует вспышке фузариоза пшеницы. Агроном эту комбинацию не заметил. Слишком много переменных для человеческого восприятия. Страны, которые медленнее всего принимают агротехнологии, рискуют проиграть продовольственную конкуренцию в ближайшие 2 десятилетия. Нидерланды, страна размером с Московскую область, являются вторым в мире экспортером продовольствия после США. Это стало возможным исключительно за счет технологической интенсификации. Теплицы, точное земледелие, роботизированное животноводство. Голландский фермер производит в 8 раз больше продукции с гектара, чем среднемировой показатель. 300 машин, показанных в этом видео, это не исчерпывающий список и не финальная точка технологического развития. Это срез того, что уже существует и работает. За каждой из этих машин стоят инженеры, которые прямо сейчас разрабатывают следующее поколение. Быстрее, точнее, автономнее. Робот, который сегодня собирает клубнику со скоростью опытного сборщика, через 5 лет будет работать втрое быстрее и стоить вдвое дешевле. Сельское хозяйство, древнейшее занятие человечества, переживает самую стремительную трансформацию за всю свою историю. Не за тысячелетие, не за век, за последние 20 лет. И этот процесс только набирает скорость.